мечта, я несу весь мир в своих руках. Подарю тебе память полуснов. Привет. Неделю назад я выходил на улицу, и первое, что я услышал, была воздушная тревога, за которой следовал громкий взрыв вдалеке. В нескольких километрах от меня российские войска подорвали телевышку на Дорогожичах и убили невинных людей. Просто семью, которая там прогуливалась. В том самом месте, где во времена Второй мировой нацисты когда-то совершили одно из самых стрёмных преступлений в истории человечества. Когда-то там было расстреляно более 100 тысяч евреев, просто потому что они были евреями. Моя столица подвергалась бомбардировкам всего 2 раза за свою историю. Вот это фото одного главнокомандующего, который отдавал приказ, а вот это фото второго. Они взорвали телевышку и, помню, ненадолго прервали вещание телеканалов. Видимо, думали, у нас все устроено так же, как и у них. Один центр власти и один центр пропаганды. Но они ошиблись. Здесь говорят то, что хотят говорить. И журналисты на ТВ, и блогеры. Они говорят то, во что искренне верят, потому что не живут за информационным занавесом и не боятся, что к ним могут прийти и набутылить за какую-то позицию. Чтобы заткнуть наш голос, вам придется убить каждого публичного человека в мире с украинским паспортом. А это просто невозможно. Свою текущую карьеру ютубера я начинал больше 8 лет назад, и с 2016-го это была моя основная деятельность и основной заработок. Я вырос в Восточной Украине и выучился в русскоязычной школе, которая оставалась такой даже после принятия языкового закона. Его ваша пропаганда представляла вам как притесняющий. Піхва знизу, пахва зверху, паляниця, полуниця, поїду в українську Ялту я на Укрзалізниці. Да ни разу в жизни не доебывались ко мне за язык, понимаете? Я, возможно, и дальше снимал вам видео и забыл о том, что родной мне украинский, если бы не весь пиздец, который принесла в мой дом Россия. В начале десятых не существовало никакой русофобии, не было антироссии. НАТО не видела в России никакой существенной угрозы для себя. А главное, что мы здесь, в Украине, смотрели Евровидение, всякий футбольчик, и когда видели, что выступает Россия, болели за нее и говорили: «О, наши выступают». Но теперь ни один уважающий себя украинец в мире не захочет иметь ничего общего с вашей страной. Она успешно воплотила свои самые большие опасения и страхи в реальность. Это правда, что люди, которых непосредственно затронула война, глубоко обижены на ваше государство и даже ваш народ. Но я думаю, вы можете понять тех, кто лишился любимых, детей, родителей. Это очень больно, и тут даже юмор не сможет залечить эти раны. Хуй. 8 лет назад Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе. Тогда Украина была очень слабой. Тогда мы только-только избавились от обезумевшего диктатора, который довел страну до состояния вялой коррупционной помойки, как это обычно бывает при преступных диктаторских режимах. А про армию и говорить нечего. Ее в спешке формировали из добровольцев. И на самом деле до этого в обществе было очень популярным мнение типа: «А нахуй нам эта армия вообще нужна?» Ну вот кто в 21 веке будет пытаться захватывать чужие территории? Разве есть настолько конченые пещерные люди? Тогда у нас не было достаточно ресурсов и не было такой поддержки, как сейчас. Ведь в те времена мы и вправду были мало кому нужны. На нас смотрели с опаской и весьма справедливо. Трудно сходу довериться придуркам, которые всего пару лет назад по приколу выбрали зэка президентом и кучку быдла в парламент. Еще и терпели их у власти больше 3 лет. Когда увидишь своими руками, как говорят, глазами потрогаешь, по старой украинской традиции. Это совсем другое. Почему Украина не могла и не придумала сама свои айфоны и айпэды? Почему? Это что? Запустить человека на Луну? Далеко нет. Это на уровень ниже. В Украине сформировался целый расшарок кровосисов. Когда началась Вторая мировая война? Что?
Когда началась Вторая мировая война? В 41-м. Да вы что? Да-да. Не в 39-м? Нет. Не в сентябре 39-го? Нет. Не с раздела Польши? Нет. Мы были бедные и отсталые, поэтому не смогли пробить этот барьер нефтяной пропаганды. Путину успешно удалось обмануть свое население и убедить его, по крайней мере, свой кринж-электорат. Терпению Путина пришел конец. Патриотизм не продают в нагрузку. Беретом, сапогам или пальто. Но коль вам стыдно называться русским, вы, батенька, не русский. Вы никто. Мы за Путина. Слава России. В том, что это был легитимный референдум, а не постановка, как на самом деле. Вам врали о том, что какие-то жители Донбасса восстали из-за того, что не согласны с киевской хунтой, когда на самом деле Кремль просто поставил туда своих марионеток. 시대는 정부 청사 건물을 점거한 뒤 시대는 정부 청사 건물을 Так же, как и врали про притеснение и каких-то мифических нациков. Он в своей убогой банальности пытается то же самое повторить и сейчас. Вы посмотрите. Вы верите, что они пришли отстаивать идею? Или хотя бы понимают, что написано на этих плакатах, которые наверняка были распечатаны даже не ими? И попробуйте сравнить с этим. Почти все столицы мира и даже небольшие города. Люди, которые рисуют плакаты своими руками, вкладывая в них душу, смысл, частичку себя. Потому что они выходят за идею, за наши общие ценности, за свободу. А вот это люди из Херсона, города, который недавно оккупировали ВС РФ. Херсон, це Україна! Херсон, це Україна! Зеленський молодець, а Путін пиздець! Оце вообще жесть, вилізти на русский БТР. Красавчик, чувак, вообще красавчик. Вылез на пидорасів. Это не актеры, это местные жители. Их не свозили туда автобусами. Это попросту сейчас невозможно. Но вернемся к нашей истории. 8 лет назад, когда искусственное правительство ЛДНР почти что полностью проиграло нашей практически голой армии к августу 2014-го, власти РФ впервые очень палевно ввели туда свои регулярные войска под лозунгом «их там нет». Хотя они там были и до этого, но как последние крысы переодевались в гражданку, и тогда играла всем знакомая вам моча в уши по российскому телевидению. Очень похоже на российскую форму военную. Это были российские солдаты. Похоже на форму. Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму. Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны. А принимали ли мы участие в подготовке сил самообороны? Нет, Крыма? не принимали. Будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, Московский комсомольский? Нет, мы не рассматриваем. Это факт, мы никогда его не скрывали. Наши вооруженные силы, прямо скажем, блокировали вооруженные силы Украины, расквартированные в Крыму. Я читал критику и слышу критику до сих пор о том, что мы зря ввязались в конфликт на Донбассе. И в связи с усложнением ситуации на фронте Украина начала переговорные процессы, и 5 сентября 2014 года был создан Минский протокол. Согласно этому протоколу стороны договорились прекратить огонь, освободить заложников, вывести нахуй всех боевиков и оружие и принять программу по восстановлению убитых территорий. Вместе с тем сделать новые досрочные выборы. Но уже тогда возник бадхерт, потому что очевидно, что невозможно провести выборы, пока какие-то абрыганы с оружием, многие из которых кадровые военные с РФ, ходят по улицам Донбасса и давят свою линию о том, что Россия это классно. Вот настолько давят, чтобы вы понимали. Со всех щелей, с каждого телеканала, с каждого бигборда, но как бы они ни старались, правда все равно просачивалась через подполье. Еще при первых минских договоренностях МИД Германии Штайнмайер говорил о том, что Россия должна вывести свои войска из Украины.
МИД Австрии вообще говорил о том, что войска должны быть выведены из Крыма тоже. А абрыганы ЛДНР под руководством России заявили о том, что им плевать на эти соглашения, и они оставляют за собой право немедленно продолжить операцию по освобождению земель Новороссии от украинской оккупации. Окей, бумер. Естественно, долбоебы сразу же продолжили стрелять с одобрением, сами понимаете кого. В феврале 2015 года для вторых Минских соглашений в посредничество были втянуты Германия и Франция. Причем 9 февраля Меркель летала в Вашингтон обсудить возможность поставок оружия Украине. В новых соглашениях, это, кстати, сейчас оригинальный текст будет, как и все остальные, которые я здесь привожу, там было прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, верификацию прекращения огня от ОБСЕ, все тот же закон о самоуправлении и проведении выборов, амнистия участвовавших лиц, освобождение заложников всех на всех, безопасность для гуманитарной помощи, выплата пенсии Украины и опять же вывод всех войск с разоружением оккупантов и восстановление контроля над границей. Они были не очень выгодны Украине и, очевидно, сводились к тому, что РФ просто хочет получить влияние на нашу внутреннюю политику через эти регионы. Потому что они требовали сначала провести свои охуенные фальсифицированные выборы, как они это умеют, вот в таких информационных условиях, напоминаю. И только потом выводить своих абрыганов и передавать границы. Но чтобы сохранить жизни и закончить конфликт побыстрее, Украина на эти условия согласилась и начала двигаться в этом направлении, что подтверждали наши европейские посредники. Закон об особом статусе был принят еще в сентябре 2014-го, после первых Минских соглашений. В нем закреплялся статус российского языка. Его можно свободно изучать, говорить, ебись как хочешь. Тебе никто не запрещает, если ты живешь в Украине и хочешь использовать этот язык. Окей. Могли бы инвестировать и создавать школы изучения русского языка. Вообще без пизды, если хотите его в образовании, как это делают с английским языком. Но нет, почему-то не сделали так. Также в этом законе назначили внеочередные выборы, и все, вообще реально все, что требовали от этого закона Минские соглашения. И его реально приняли. Украина выполнила свою часть обязательств. Но знаете, почему у России сгорел пердак вот реально тупо? Именно из-за пункта 4 статьи 10 этого закона. Я вам сейчас прочитаю. О том, что так-то в силу он вступает, когда в Донбассе, собственно, пройдут выборы. И не такие выборы, а прозрачные выборы при участии международных наблюдателей. В частности, от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, от Конгресса местных и региональных властей при Совете Европы и от других международных организаций и стран, с безопасными условиями деятельности и беспрепятственного участия наблюдателей в избирательном процессе, после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их российской техники и прочих наемников с территории Украины, с запретом на всякие вмешательства в избирательный процесс, в частности со стороны этих гондонов с оружием. Правда же, не очень комфортно делать выбор, когда на тебя направляют ствол. И чувак, который направляет ствол, у него на нашивках флага РФ. И в бюллетене есть кандидаты, которые топят за РФ. С соблюдением принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе, со свободой предвыборной агитации, равными возможностями доступа к средствам массовой информации и восстановлением с этой целью украинского теле- и радиовещания, украинских газет и журналов на всей территории Донбасса, с прозрачным подсчетом голосов и честными итогами голосования, и с возвращением беженцев из Донбасса в родные города, которые уже успели пожить на подконтрольной Украине территории и понять, что без России она развивается куда быстрее и лучше. Путин получил то, что он хотел. Закон действительно был принят и включал в себя все, что от него требовалось. Но честные выборы? Страна, которая пересажала всех оппозиционеров, страна, в которой власть не меняется больше 20 лет за счет обманов и фальсификаций, на такое никогда не пойдет. Путин знает, что в честной борьбе у него нет никаких шансов, поэтому он сорвал Минские соглашения признанием ЛДНР в феврале этого года и пошел на нас войной. Несмотря на то, что Украина исполнила свою часть и была готова двигаться дальше по этим соглашениям. Но бездарные кремлевские кретины, которые сами пришли к власти исключительно на фальсификациях, хотели принести то же самое и в наш Донбасс.
Вместо того, чтобы исполнять договоренности и идти дальше по ним, они начали ссылаться на какую-то неправильную последовательность их выполнения. Ну, конечно, она неправильная, если у вас не остается шансов всех наебать. И вот все эти годы, каждый раз, когда подымалась тема Минска, они вам просто врали. Ведь закон об особом статусе по факту был принят еще в 2014 году. И его действия продляли каждый год, то есть все эти 8 ёбаных лет. Путин в любое удобное для себя время мог все это закончить. Он мог закончить это в момент, если бы не боялся честных выборов и открытой конкуренции, дорогие россияне. А у вас самих есть честные выборы? У вас самих есть политическая конкуренция? А? Не верьте мне на слово. Загуглите и почитайте все документы и закон самостоятельно. Я хочу, чтобы вы мне не верили. Это необходимо для вашего выживания. Значит, конфликт был заморожен, и последующие годы удерживалась более-менее одна и та же линия разграничения. На протяжении этого времени украинская сторона неоднократно запрашивала режим тишины, и для его поддержки 1000 раз отказывалась от ответного огня. При том, что это по факту все законная территория Украины. Ее целостность сама Россия гарантировала, когда мы избавились от ядерного оружия. И какого-то хера эта же Россия, вдобавок к тому, что ввела свои войска на чужие земли, еще и настроила кучу жителей ЛДНР против нас. Да, сейчас люди с критическим мышлением поржут, наверное, как так можно настроить людей против. Но вы же сами знаете, вы видите их вокруг себя. Их невозможно не замечать. Какой бы нелепой, тупой ни была пропаганда, она все равно работает, она делает свое дело. Всю правду о том, что там происходило на самом деле, вы можете прочитать в отчетах миссии ОБСЕ. Просто загуглите их, там ответы на все ваши вопросы про 8 лет. Каждый зафиксированный случай нарушения и прочий бред шизофреника, связанный с Бомбасом. Бля, Украину Ленин придумал. Чел. В общем, там не было никакого геноцида детей Донбасса руками нацистов. Там была война. Война на территории моей страны, которую начала Россия. И да, весьма справедливо. Какого хуя мы с вами все эти 8 лет молчали? И почему у вас митинги за Навального и выборы в Госдуму собирали больше, чем за прекращение войны в Донбассе? Где вы были все эти 8 лет, когда Путин нас обстреливал из российского оружия на нашей территории? Где? В начале своей карьеры я был максимально аполитичным, глупым даже, потому что эта часть русскоязычного Востока жила и во мне тоже. Не лезь в политику, без тебя разберемся. Взрывы за моим окном — это тоже политика? Тоже без меня разберетесь, да? Это начало меняться только последние несколько лет, когда я стал разбираться в этом всем. Мне банально стало интересно, где же правда, как все было на самом деле. Так же, как и когда-то было интересно разобраться в монтаже, сторителлинге и абсурдном юморе. Я начал много смотреть и сравнивать, как мой украинский вопрос интерпретируют и изображают различные СМИ в России, Украине и в мире. Поскольку по образованию я переводчик с английского и польского, мне был доступен весьма обширный объем информации. И потихонечку, шаг за шагом, приобретая аналитическое мышление, я докапывался до правды. И, на мое удивление, несмотря на то, что я до этого всю жизнь был крайне предвзят к своей культуре и стране в целом, ну, я думаю, вы помните мои старые видео с шутками про сало и скакал на Майдане, да? Так вот, я обнаружил, что революция действительно сделала наше украинское информпространство значительно ближе к тому, что я считал объективным, не стыдным. Таким, чтобы не ощущать себя униженным, если вдруг узнаю, что мои налоги идут на такое. К счастью, не идут. У нас в основном не государство, а бизнес владеет каналами.
И их гораздо реже заставляют вылизывать жопу откровенным ворам и другим преступникам. Не знаю, насколько вы знакомы с такими понятиями, как факт-чекинг и медиаграмотность, но если коротко, то просто ищите совпадения в публикациях об одних и тех же событиях от никак не связанных между собой СМИ. Идеально из противоположных политических лагерей. Обычно много совпадений в интерпретации одних и тех же событий свидетельствует о достоверности по части этих совпадений. А если же несколько ваших основных источников противоречат десяткам, сотням, тысячам других, причем совпадают между собой в странных попытках оправдать или искажать в чью-то пользу события, связанные со смертями, катастрофами, преступлениями, коррупцией, уголовными делами, то, блять, включите уже мозги, если хотите хоть как-то отмыться от этого дерьма. Я знаю, что вам говорят. Я вижу, слышу. Весь мир ненавидит Россию. Весь мир лжет вам. Кругом враги. Кругом враги. Это все, кстати, благодаря не Путину. Путин чисто на подсосе идею подхватил. А вот этому охуенному стратегу Примакову, который в конце 90-х решил, что России, чтобы встать с колен, нужно учиться не у успешных экономически развитых стран Запада, нет. России нужно быть против них и заодно с такими странами, как Иран. В марте 99-го он прям в полете развернул свой самолет, который летел в Вашингтон, потому что НАТО в тот момент начало свою спорную военную спецоперацию против диктаторского режима Слободана Милошевича. Да, за эту операцию НАТО справедливо хуесосили прежде всего сами западные страны, где активно проходили антивоенные протесты, на которых никого на бутылку не садили. Наоборот, людям давали высказаться, информацию не глушили. СМИ не пытались скрывать происходящего и называли вещи своими именами. В статье CNN 1999 года бомбардировки называли бомбардировками, не скрывая то, что это дело рук НАТО. И в единственной картинке в этой статье изображено фото с пикетов в Москве, где виднеется надпись «США – военный преступник». Это при том, что экономические и человеческие потери от этой операции за все ее 78 дней были в разы, в десятки раз меньше, чем те, которые причинила Россия моей стране всего за несколько недель. Если война продлится с такой же динамикой, то за тот же временной период, что и спецоперация НАТО, по нашим подсчетам потери составят более 40 тысяч мертвых военных в РФ и больше 12 тысяч среди мирного населения. Даже по оптимистическим подсчетам ООН, общие смерти перевалят за 20 тысяч. Да даже за ложными отчетами Минобороны РФ общие человеческие потери будут превышать 10 тысяч. Какая нахуй бомбардировка НАТО в Югославии 23 года назад? Вы калькуляторами умеете пользоваться? Кстати, сам диктатор Милошевич закончился в мае 99-го в Гааге. Трибунал предъявил обвинения в 39 преступлениях, из которых 10 против человечества, в том числе убийства, пытки, массовые убийства боснийских мусульман и хорватов. Летом 1995 года было убито 8 тысяч человек, это true story. Помимо этого, он обвинялся в создании 50 концлагерей и в варварском разрушении населенных пунктов. Так вот, если правительство РФ так хочет косплеить НАТО в его сомнительных решениях, даже официальное название спиздили, так называемая операция, то где у нас хоть один концлагерь для русскоязычных? Хоть один случай целенаправленного массового убийства на тысячи человек? Где? Ну, щит, было куча стрёмных ситуаций. Люди умирали, их поджигали, в них стреляли на Майдане. Но за все эти годы на подконтрольной территории жертвы не достигли даже 1000. Вы просто сравните числа. Причем проевропейских погибло куда больше, а Россия же за считанные дни умудрилась перевалить за многие тысячи. Причем своих же военных в основном и мирное население в русскоязычных городах. А может, тут в секретных американских лабораториях реально пытаются вывести мышиный ковид против русского генома? Биологическое оружие, да? Вы, блядь, вообще это соглашение про лаборатории читали? Вот документ от 29 августа 2005 года. Я не агент, меня не нанимало никакое правительство. Я просто потратил 30 секунд, чтобы загуглить. Это, блядь, в публичном доступе. Это может сделать каждый из вас. Да, конечно. Единственное, кто говорят правду, это власти и подконтрольные им каналы. Только Министерство правды знает, где правда. Но это не так.
Подумайте сами, ну не может быть весь мир в сговоре против России. Не бывает таких совпадений, что 146 стран ООН желают вам зла и голосуют за вывод ваших войск из Украины просто потому, что вы русские. Эта планета всего лишь хочет мира и безопасности. Вам также нагло врут о том, что наше население приветствует вашу армию, что оно считает их освободителями, но их считают оккупантами и встречают их не с цветами и объятиями. Вот как их встречают на самом деле. Домой! Оккупанты, домой! Вы идете На как кулаках террористы! давайте! Валите отсюда, козлы такие! Куда ты едешь, урод? Ты посмотри, куда он едет! Конечно, с оружием, с бабами, воюйте с бабушкой! Давай, пистолет наставь на меня! Уроды, блядь! Города разбили, детей убиваете, твари! Что вы делаете? Прохождение правонарушений и обеспечение общественного порядка временно запрещает митинги и демонстрации. И это мы, люди с Юго-Востока, той части Украины, которую Путин считает исконно русскими территориями и обозначивает как Новороссию. Он говорит вам, что здесь рулят фашисты, а народ находится в плену. Но народ кричит фашисты, когда видит вашу армию и безоружной толпой блокирует проход вашей техники на нашу землю. Домой! Домой! Русский солдат! Фашистский оккупант! Русский солдат! Фашистский оккупант! Путин! Хуйло! Путин! Хуйло! Домой! 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 Русский корабль! Иди нахуй! Ебашь нахуй! Ебашь! Потому что единственное, от чего нам нужно освободить нашу страну, это от российской армии. Сейчас ваша экономика рассыпается на глазах так же, как сыпятся больницы и роддома в наших городах. Россию исключают из мирового бизнеса. Весь мир кладет эмбарго везде, где только можно. Компании и бренды, которые обеспечивают сотни тысяч рабочих мест, бегут с вашей страны, и Россия уже накрыта железным занавесом. Посмотрите, куда вас пускают с российским паспортом сейчас. Но мы не хотим вашего территориального распада, мы не хотим вашей бедности и нищеты. Нам вообще похуй, что вы там делаете у себя на своей земле. Все эти санкции – месседж зомбированному народу о том, что пора уже открыть глаза на правду, пока еще не слишком поздно, пока вы не сравнялись по уровню жизни с Северной Кореей. Хотя по количеству санкций вы уже ее обогнали в несколько раз, держу в курсе. Задайте себе простой вопрос. Если это действительно спецоперация против нацистов в стране, где президент еврей и у националистов близкие к нулевым шансам победить на выборах, ну, допустим, Зеленский, а вместе с ним и остальные 50 с хуем миллионов украинцев по всему миру, это скрытые поклонники Адольфа, да, Death to all Jews, как говорил PewDiePie. Ну вот захотели мы в форме свастики навалить кучу на вечный огонь, за который и наши, и ваши деды вместе воевали, да? Почему тогда весь мир нас в этом поддерживает? Не просто Америка, не просто страны НАТО целиком. 96% поддержки, если посчитать тех, кто проголосовал за и против. Вы действительно верите в то, что миллиарды людей, специально в тайне от российского народа, все хором мастурбируют на свастику и портрет Гитлера? Чтобы что? В Германии до сих пор можно присесть за нацизм, держу в курсе, в тюрьму. Мы готовы нахуй уничтожить вашу экономику и изолировать целую нацию, в том числе тех, кто не поддерживает войну открыто. И вы думаете, это все из-за ненависти к россиянам и тщательно скрываемой любви к нацизму? Это, по-вашему, более вероятно, чем то, что фашики на самом деле управляют вашей страной? Эх, как можно этого не понимать? О, нет, там опять сирены, походу. Ну что ж, пойду-ка я выйду на Майдан, чтобы ощутить очередной миротворческий освободительный авиаудар на себе. А то, может, я реально во сне зиги кидаю. Я же не могу знать наверняка. Фух, похоже, в этот раз русский Ванька опять промазал. Он сейчас где-то километров 20 отсюда вместе с чеченцами дома.
Я так понимаю, сейчас вместо очередного авиаудара они продолжат срать информационными бомбами. Ядерные ракеты из кринжа. Никогда не дают. Мы русские. Ну что, американские политики, не можете вы видеть красивую и процветающую Россию? А вы, европейцы, со своей историей, не надоело ходить в халуях и вассалах у своего американского хозяина? Потому что Россия – самая лучшая страна в мире. Мы русские, с нами. Ебать его! Мне правда очень жаль, что у вас больше нет компьютерных игр, социальных сетей, дешевых ликсовых шмоток и даже бигмака. Что-то не подумал, вы извините. Наверное, сильно увлекся звуками взрывов и разорванными частями тела. Реально, что-то слишком аморально с моей стороны. Понимаю, постараюсь исправиться. Так что, если я выживу после очередной бомбежки жилых кварталов, ждите новое видео. Не забудьте поставить сюда ваш кровавый лайк и подготовьте объяснение ФСБшнику, почему это видео находится у вас в истории просмотров. Блин, как так? Бандера меня до сих пор не убил. Я же говорю на русском во время войны на Майдане. Вам ведь вот так нас рисуют, да? Ну, а ребятам из РФ, которые все понимают и ловят ужасный фейспалм от действий своего правительства, держитесь. Вам же я хочу пожелать смелости. Свинтиться, присесть или даже умереть не так страшно. Страшно смириться с тем, что ты ничего не решаешь в своей стране и своей жизни. Слава Украине! Что?